было жарко. Во всех смыслах этого слова. Смотрите. Снимала видео. Вы потом увидите их. Нет, так снимать не вариант, шумно. Потом охладюсь. Неприбранный мой подоконник на складе. Тут давняя колка была. Все никак руки не дойдут прибрать. Ох, а так хочется присесть. Ладно, прислонюсь чуть-чуть. О, так. Так, друзья, что хотела бы с вами обсудить? Один очень важный момент. Всех недовольных любой причиной, любым, вообще не знаю, зрелищем на моем канале, я попрошу выйти самостоятельно. У нас свободная страна. И, скорее всего, те страны, в которых... какой вкусный. В каких странах проживаете вы, аналогично свободные. Крепостное право отменили очень давно. И я здесь никого не держу насильно. Вы вправе делать все, что вам угодно за территорией моего канала. А здесь вы не должны нарушать прав мои, а здесь вы не должны нарушать мои личные границы. Если наши взгляды касаемо этого в корне различаются, вы выходите либо мирным путем, сами поняв, что пути разошлись, и вы опять-таки экологично покидаете канал. Либо не мирным, да? Я просто вас блокирую. Больше мы к этому возвращаться к моменту не будем. Поэтому примите, пожалуйста, во внимание. Блин, это был Теткино. Да. Точно. Такое сливочное послевкусие. Точно был он. Вот так. Как я уже могу, да? Без подписи различать их. Такое вот крутое видео сняла. Наконец-то со штативом. Наконец-то с лампой. Наконец-то дети спят, не шумят, что вчера у меня этого не вышло. Это где шумно, где... Наконец-то не дороги, где я устаю просто как сволочь. Вот это видео, получается, выйдет первее, а потом... неважно как, но график будет такой, что в один день выходит видео просто с хрустом. Близкий ракурс, который более привычен. И видео такого формата, болтающего с глотанием. Потому что мне этот формат нравится в первую очередь самой. Я буду делать, хотите вы, не хотите. В первую очередь то, что нравится именно мне. Не соседи, не соседу дяде Ване, не троюродной сестре Глаше. Нравится именно мне. Поэтому прекратите выводить на эмоции касаемо там кто-то кого-то не уважает или там к разговору о том, что я не уважаю подписчиков. Подписчики, которые начинают слишком громко кричать и переоценивают свой авторитет, в первую очередь не уважают себя сами лично и не уважают канал, на котором устраивают этот крик. Поэтому будет вам таким кричащим, если кто-то смотрит это видео, над чем задуматься. Есть такое выражение: говорите тише, вас услышит большее количество людей. Это истина. Орать вообще я не допущу. Ваши какие-то крики и недовольства, которые переходят личные границы настолько, что я не хочу видеть больше ни в качестве зрителей, ни в качестве подписчиков таких людей. Поэтому примите, пожалуйста, эту информацию вообще в таком ключе, самым что ни на есть доброжелательным. Если в таком посыле вы не услышите, значит, вам как бы не судьба его услышать. Я уже сказала ранее, что будут тогда будет идти тогда зачистка другим способом. Но выражение из кота Леопольда «давайте жить дружно» — это прям под данную ситуацию. Это вас в первую очередь касается. Вот такие тонкие, которые пластинки,
Это 100% безымянный, потому что все-таки он так не колется. Вот как слоеный пирог рассыпается по большей части. Когда я наведу здесь порядок? Когда? Просто у меня нет сил. Это нужно сделать до 31 декабря. Я не хочу, чтобы на складе был беспорядок. Я в Новый год заходила с беспорядком. А это вот единственное место, куда мои руки еще не дошли. Они сюда заходят с другой целью. Какой-то минимальной уборки. Но вот колоссальной зачистки и вычистки нужна какая-то мне прям... Даже не мотивация. Причина у меня есть, естественно. И мотивация у меня есть. И толчок у меня есть. В общем, не знаю. Буду опираться на эту легенду, что в Новый год с чистыми мыслями, с прекрасными планами, с чистой квартирой, с чистым складом в том числе. Что же я забыла взять воду? Мне так хочется пить, потому что я до этого снимала вообще видео, который формат был 2 года назад снят. Я его давно уже хотела поместить в ленту. Но просто опять-таки нахожусь в Москве, там у меня нет склада такого количества. Безымянного того же. Лампу я не вожу. Просто там нужно уже купить вторую и не мучиться. Освещение такого. Штатив у меня поломался там на последнем видео. Кто в Инстаграм мой подписан, видел, как это было. Как это произошло. У меня телефон упал вместе со штативом. Откололась держалка. В общем, все. Это уже 3-й штатив. У меня еще один идет штатив, новый, с Алиэкспресс. Более профессионального такого ранга. Но он еще никак не дойдет. Поэтому что делать? Надо просто набраться немножечко терпения. В том числе мне. А у вас я уже ни к чему не подгоняю. Сказала, экологичные люди, воспитанные, они здесь. Все невоспитанные, они сами собой отфильтруются. Я в этом могу помочь. Опять теткина. Какой-то прям... У меня тут ассорти, в котором тоже нужно навести порядочек. Ой, какая тонюсенькая. Ой, какая малюсенькая. Прям подарок судьбы. Вот и поели, вот и поговорили. Осталось теперь искупаться и выложить завтра вам. Надеюсь, что завтра видео. Давайте, ребятки. Я наелась. Соответственно, можно приступать к распаковке. У меня здесь коробки. Ой, какая-то глина приехала. Я просто забегалась. Сейчас по другим делам нужно убегать, не меловым. Вообще, мысли об этом, и глина тут пришла мне тут как тут. Поэтому сейчас буду вспоминать, что я заказывала. Спасибо, Екатерина. Глина пришла моя. Дождалась меня. Была оставлена около порога, но с ней все в порядке. Так, пакет этот мы попозже посмотрим. Это из прошлой поставки. Здесь пришла, как думаете, какая глина? Можете узнать, вот, кстати, вот так, издалека, догадаться по силуэту, по вот просто формату такому? Я нет, честно, потому что я не глиноед. Это просто расширяю ассортимент из того, что у нас иностранные заказы превалируют сейчас, поэтому заказываю. Так, ребят, это у нас получается голубая Уралка. Если не ошибаюсь, я переспрошу у поставщика. Ну да, такая вот монолитно тяжелая, с корешками нечищенная. Это Уралка, голубая Уралка. Сейчас я вам поближе ракурс потом покажу. И что еще? И не только Уралка, тут еще у нас... Или только Уралка, ребят. Не, 15-16 килограмм же заказала. Да, только Уралка, все правильно. Это уже я. Надо записывать мне. Так, ну что? Кто догадался, что это Уралка? Я с трудом вспомнила, что это она. Вот почему она голубая? Она что-то с таким легеньким оттенком, ну не желтого, какого-то другого. Но тем не менее называют ее голубой. Может из-за того, что она в воде меняет свой цвет. Кстати, я ее еще не чистила никогда самостоятельно.
как она там себя ведет, как желтая рассыпается, колется. Буду это делать, естественно, с вами. Такие у нас тут глыбки хорошие. Поменьше, побольше. Ну вот этот кирпич, кирпич. Вообще по мне такой не голубой, ни капельки. Может, у меня что-то, конечно, с цветопередачей моего зрения. Но мне как-то не поворачивается язык назвать ее голубой. Ну, действительно. Ну, вот этот хорошо еще, согласна. Вот этот вот тут прям какой-то такой к серому ближе. Так, вот тут достать. Ну, вот здесь, вот тут прям, да, хорошо, согласна. Какой-то такой серо-голубой оттенок присутствует. Какое-то красное вкрапление. В меле я привыкла, что оранжевое, а здесь прям ярко-красное. Что это? В общем, мне нужно заниматься изучением глин, потому что мел — это моя стихия. Я знаю все возможные вкрапления, а вот в глине... Так, ну что, давайте поближе, сейчас камеру перенесу. А, нет, потом перенесу. Так. От Екатерины у меня есть еще вот такой, получается, пакетик. Тоже здесь ассорти для пробников иностранным клиентам. Я просила, вот смотрите, что тут у нас нам насобирала нам. Значит, глинка Бриз. Знаете такую? Я? Нет, честно, я по глинам вообще полный ноль. Когда мне что-то задают вопросы, я сразу переадресовываю к девочкам, к Екатерине в последнее время, да? От которой эта посылка и собрана. Глинка, смотрите, чистая. Тут еще маленький такой есть кусочек ассорти. Тут откололась она. Малюсенький вот такой, что пробуем. Печку. Точно. Вкус печки деревенской. Вот для меня это глина Бриз, это прям стопроцентная печка бабушкина. Так, молочный лед. Такую слышали? Я тоже нет. Вообще, я тут мастер-знаток. Вот такого молочного он цвета. Поэтому, соответственно, наверное, название. Тут маленького кусочка нет. Придется отломать самой. Соленая. Вот я не понимаю соленые глины. Лед именно соленый. Так, это у нас меренга. Название впечатляющее. Надеюсь, по вкусу будет то же самое. На внешний вид очень Кристал напоминает. С Кристал, кстати, у меня пока проблема. В карьер сложно. Ой, она мягкая, ломается прям рукой. Очень мягкая. Я такое не люблю. Прям совсем мягкая. И тоже какой-то печной вкус. Но если у молочного льда он твердый такой, тверденький, вот это я, конечно, проглочу, но такое себе. Это Астана. Это я уже сюда закинула. Кусочек у меня оставался розовый. И все. Так, бегу, значит, я сейчас в ателье клиенту и там похрущу вам. Надеюсь, успею, телефон мой не сядет. А, хотела поближе показать коробку. Блин, а, кстати, вот сейчас прикол поняла вот этого меренги, по-моему. Так она прилипает к небу. Ее можно смаковать, как ириску долго. Ну, короче, для любителей что-то в ней есть. А вот она. Блин, ну реально не голубая. Даже вот здесь оттенок какой-то с розовинкой идет. Ну, либо у меня действительно проблемы с зрением. Ну, какие красивые пластиночки, да? Кусочки. Катюша, спасибо, что вы нашли время мне привезти глину. 1000 раз вам благодарю. Это еще какие-то кусочки маленькие. Я хочу попробовать. Ой, достать. Вот такая. Что, будем чистить на днях? Приеду из Москвы, развезу московские заказы и будем чистить с вами. Лепота.